Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот потрясающий, но в то же время очень простой узор крючком. Он плотный, подойдет для теплых изделий. С двух сторон он выглядит одинаково, что тоже является его преимуществом. Его можно вязать как однотонным, так и разноцветным. Я буду использовать два цвета пряжи. Также буду использовать крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок под номером 4. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего узора. Начинаем наше вязание с цепочки воздушных петель. Смотрите, количество петелек я не считаю, я набираю на глаз до нужной мне длины. А потом просто оставшиеся лишние петельки я распущу с обратной стороны. Провязываем так столько, сколько нам необходимо. Я набрала небольшую цепочку для образца. Теперь смотрите, отсчитываем от крючка 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петельку начинаем вязать. Делаем накид и в пятую петлю провязываем столбик с накидом. 1 воздушная и возвращаемся в четвертую петельку. Вот она. То есть та петля, которая была перед нашим вот этим столбиком. В нее мы будем вязать пышный столбик. Делаем накид на крючок, сюда заводим наш крючок и вытаскиваем петельку. 1. Делаем накид, в эту же петлю вытаскиваем 2. Накид, сюда же 3. Накид, сюда же 4. Накид, сюда же 5. Смотрите, если у вас сильно тоненькие ниточки, можете набрать еще несколько таких вот накидов и вытянуть. Если еще толще, чем у меня, тогда можете сделать 4 или даже 3 накида. Ориентируйтесь по своим ниточкам. Теперь все наши вот эти вот петельки провязываем за раз и закрываем наш столбик. Теперь смотрите, нужно быть очень внимательными именно вот в данном моменте. Смотрите. Вот здесь вот у нас идет ниточка, которая была провязана столбиком с накидом. И идет она вот в этот столбик, вот в эту петельку точнее. То есть вот она выходит вот сюда. То есть эта петля уже занята. Ее мы не провязываем. Мы ее оставляем. Переходим к следующей раз и к следующей 2. Во вторую свободную петлю, то есть это у нас занято столбиком с накидом, одну пропустили, и во вторую мы вяжем столбик с накидом. Одна воздушная. И теперь возвращаемся к предыдущей петельке. В нее будем вязать такой же пышный столбик. Делаем накид. И вытаскиваем столько петель, сколько вы вытаскивали здесь. У меня это 5 петелек. 1, накид, сюда же 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Скажем так, это первый ряд такой вот неудобный в вязании. Дальше будет намного приятнее и удобнее вязать наши пышные столбики. Провязываем все петельки за раз и закрываем пышный столбик. Вновь система повторяется. Смотрим вот сюда, в следующую петельку идет ниточка из предыдущего столбика с накидом. Значит, ее мы не трогаем, так как она занята. Дальше пропускаем 1 петля и во вторую вяжем столбик с накидом. Провязываем 1 воздушную и теперь в предыдущую петельку вяжем пышный столбик. Точно так же, как мы это делали здесь и здесь. Вытаскиваем 1 ниточка, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петли вместе, закрываем наш столбик. И по такому принципу мы с вами вяжем до конца нашей цепочки, до конца ряда. Я провязала до конца ряда, и смотрите, у меня так получилось, что я набрала нужное количество мне петель, то есть мне не нужно здесь будет распускать, потому что вот в следующую петельку у меня идет столбик с накидом,
а в следующую я буду завершать вязание. Если же у вас здесь еще остались лишние петли, тогда просто вот так вот тяните за хвостик и распускайте их до нужной вам длины. Теперь смотрите, давайте завершим ряд. Здесь в эту петлю у меня вот он провязан столбик с накидом, а вот сюда в следующую, то есть не пропуская больше ничего, я просто провязываю столбик с накидом. Все, самый неудобный ряд мы с вами закончили. Приступаем ко второму ряду. Его мы также будем вязать этим цветом. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Вот наш пышный столбик. А вот здесь, если присмотреться, можно найти столбик с накидом. Вот в его вершинку под 2 стеночки мы вяжем столбик с накидом. 1 воздушная. И теперь возвращаемся назад. Теперь будем вязать вот в этот промежуток между пышным столбиком и столбиком с накидом вот этим крайним. Делаем накид и вытаскиваем точно так же, как в предыдущем ряду. 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Провязываем все петли вместе. Закрываем пышный столбик. Теперь смотрите, находим следующий пышный наш столбик и находим столбик с накидом, который находится рядом с ним. То есть вяжем не вот сюда, здесь мы уже с вами провязали, да? А находим следующий пышный и сопутствующий ему просто столбик с накидом. И вот в этот столбик провязываем столбик с накидом, 1 воздушную, и теперь возвращаемся назад в промежуток между 2 пышными столбиками и провязываем сюда также пышный столбик. Вытягиваем 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Провязываем петли вместе и закрываем пышный столбик. Вновь находим этот столбик пышный, мы завершили как бы, да? Находим следующий пышный столбик, и вот идет параллельно ему, точнее, который рядом с ним, столбик с накидом. Вот в этот столбик с накидом мы вяжем с вами столбик с накидом, воздушную петлю и возвращаемся назад. И вот в этот промежуток вяжем пышный столбик. Вытягиваем 1 накид, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе, закрываем. Вновь находим следующий пышный столбик и рядышком с ним столбик с накидом. Вершинку столбика с накидом провязываем столбик с накидом, воздушная петля и возвращаемся назад к предыдущему промежутку. Делаем накид, вытягиваем 1, 2, 3, 4 и 5. Провязываем все петли вместе, закрываем. Подходим к концу вязания. Смотрите, опять у нас пышный столбик. И вот он, столбик с накидом рядышком с ним. Вот в этот столбик с накидом мы провязываем с вами точно так же, как и раньше, столбик с накидом, воздушную петлю и возвращаемся назад к предыдущему промежутку. Делаем накид и провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе, закрываем вязание и завершаем ряд. Вот смотрите, вот здесь у нас еще вот такая вот цепочка есть, да? Вот здесь вот он был столбик с накидом, который мы провязали, а вот она цепочка. И вот сюда, вот в этот промежуток мы провязываем с вами столбик с накидом. Смотрите, теперь я покажу, как дальше менять цвет и вязать другим цветом. Если вы не меняете цвет, тогда просто продолжайте работать тем, чем и вязали. В принципе, дальше система повторяется. Давайте мы с вами провяжем еще один вот такой вот колосок
новым цветом. Вытаскиваем новую ниточку. Здесь мы подтягиваем, чтобы петля была не растянута. Провязываем 3 воздушные, 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Вот наш первый пышный столбик, и вот он столбик с накидом, который идет в дополнение к нему. Вот в этот столбик мы провязываем столбик с накидом, воздушную петлю, и теперь возвращаемся вот в этот первый промежуток и провязываем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе, закрываем. Находим следующий пышный столбик, и вот он, столбик с накидом рядышком с ним. В этот столбик с накидом провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и возвращаемся в предыдущий промежуток вот сюда. Делаем накид и вяжем опять пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, видите, мы с вами работаем по тому же принципу. Провязываем вместе, закрываем. То есть, и опять давайте еще один провяжем. Находим вот пышный столбик, рядышком с ним, вот он, столбик с накидом. В его вершинку вяжем столбик с накидом, воздушная петля, и возвращаемся в предыдущий промежуток. Вытаскиваем 1, 2, 3, 4 и 5. Провязываем вместе, закрываем. Так вяжем до конца ряда. Смотрите, в конце ряда вновь у нас повтор. Вот наш пышный столбик. Вот он, столбик с накидом, который идет к нему в дополнение. И теперь в него вяжем столбик с накидом, воздушная. И теперь возвращаемся назад в предыдущий промежуток. Провязываем пышный столбик, вытаскиваем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе, закрываем. И последний столбик с накидом в этом ряду мы провязываем между нашими крайними петельками и вот этим вот столбиком с накидом. Следующий ряд будем вязать этим же цветом. Точно так же начинаем его с 3 воздушных петель, 2, 3, разворачиваем вязание. Вот наш первый пышный столбик, вот столбик с накидом рядышком с ним. Теперь в этот столбик провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и возвращаемся в предыдущий промежуток. И сюда вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все вместе петельки и закрываем. Вновь вот наш следующий пышный столбик, рядышком с ним столбик с накидом. В этот столбик вяжем столбик с накидом, воздушная, и возвращаемся в предыдущий промежуток. Сюда вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязываем вместе, закрываем. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда провязываем точно так же, как делали в предыдущих случаях. Собственно, на этом вся премудрость данного узора завершена. Дальше мы либо продолжаем вязать этим же цветом, либо же перетягиваем сюда предыдущий цвет и начинаем вязать следующий колосок, либо же берем еще третий цвет. Тут, как говорится, кому как больше нравится. И вот так вот шикарно смотрится этот узорчик, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие мастер-классы. Ставьте лайки, если понравилось данное видео. И я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.